Сегодня посмотрим на британскую фигурку. Это инспектор Кумулус. Фигурка уже винтажная, выпущена в 2011 году, ей 15 лет, и было выпущено всего 500 экземпляров такого персонажа. Инспектор, уставший от дождей и человеческой глупости, придуман британским иллюстратором Джонатаном Эдвардсом и произведен гонконгской компанией Crazy Label в 2011 году. Британская сцена винила всегда держалась особняком. Джеймс Джарвис стал первым западным художником, создавшим виниловую фигурку. Пит Фаулер создал прекрасную серию «Монстеризм» следом за ним. А сегодня активный Доктор Эй с его викторианскими механоидами, дуэт Тадо, Муджи Ворлд, Долли Облонг и многие-многие другие. Но чтобы понять корни нашего сегодняшнего персонажа инспектор Кумулус, нужно вернуться в начало 90-х, в эпоху, когда выходил журнал Deadline Magazine. Deadline выходил с 1988 года по 1995 и стал манифестом британской графической культуры. Здесь печатались Tank Girl Джейми Хьюлита, будущего сооснователя Gorillaz, работы Филиппа Бонда. Журнал соединял панк-эстетику, музыку, комиксы. Это была альтернатива американскому супергеройскому мейнстриму и японской манге. Но еще раньше линию задали Ральф Стедман с его брызгами и гротеском, и Джеральд Скарф с рисунками для Pink Floyd и карикатурами для The Times. Британцы, надо отметить, всегда держались особняком, их линия грубее, юмор злее, персонажи характернее, они никогда не были частью какого-то глобального тренда, их объединяет выразительная линия, ирония и отказ от декоративности ради характера. Джонатан Эдвардс, автор сегодняшнего персонажа, начинал именно в этой среде. С 1990-х годов он работал в Deadline, а затем в Tank Girl Magazine, а позже его иллюстрации появились в таких изданиях, как The Guardian, Q, Mad Magazine и многих других. А его стиль, он, в общем, достаточно узнаваем. Это грубая линия, британская ирония, яркие характеры, как прямое наследие той школы, откуда он, в общем-то, вышел. Инспектор Кумулус задуман как такой нуар-герой из вымышленной одноименной новеллы, на обложке которой он появился в 2007 году. Нуар, или, как еще говорят, фильм нуар, это условное название для цикла криминальных фильмов и историй, пик которого пришелся на 40-е и 50-е годы. Критики описывают нуар как стиль, тон или набор приемов, но не как жанр с какими-то жесткими правилами. Нуар — это такая моральная неоднозначность, фатализм, внутренние конфликты и большой город, полный света, теней и дождя, а герой часто проигрывает не врагу, а самому себе. В рисунке Эдвардса нуар соединяется с абсурдом, журнальная карикатура с поп-сюрреализмом, а облако вместо головы — это одновременно британский туман, депрессия и хроническая мигрень. И, как понятно, это не просто сюрреалистический прием, потому что в нуарном жанре детектив всегда в тумане. Он в тумане моральном, ментальном, алкогольном. Он не видит выхода и не помнит, зачем начал расследование, и уже не уверен, на правильной ли он стороне находится. И Эдвардс взял эту метафору и сделал ее буквальной. Голова инспектора Кумулуса в прямом смысле затуманена. В этом релизе видно, отсылая к нашему разговору о стилях и их использовании в работе с персонажами, видно, как сильный персонаж, который стоит на ясном, крепком стилистическом контексте, может родиться всего из одной картинки. Иллюстрация была опубликована в 2007 году, а фигурка вышла аж через 4 года, в 2011. Очевидно, что для автора это был один из наиболее долгоиграющих проектов, учитывая скороспелость журнальной иллюстрации, с которой он всю жизнь работает. Произвел фигурку тиражом всего 500 экземпляров гонконгский инди-лейбл дизайнерских игрушек Crazy Label, работавший с 2006 по 2014 год. Компания специализировалась на малотиражных авторских проектах и дала в дорогу в жизнь нескольким именитым авторам. И много работала с британскими и европейскими художниками, что по тем временам было не очень характерно. Мы еще не раз будем вспоминать о бренде Crazy Label, но в этом релизе хочется отметить одно. То, как рисунок с четкой авторской манерой был перенесен в скульптуру. Силуэт и авторство ее читается с совершенно любого ракурса, настолько аккуратно была воссоздана иллюстрация в скульптурном виде. Джонатану везет на выход в объемы не только в виниле, но и в текстиле. Множество его персонажей в форме мягких скульптур сделала его девушка Луиза Эванс. В прошлом модельер и закройщик, она переключилась на создание плюшевых персонажей в своем уникальном скульптурном стиле. И инспектор Кумулус — это редкий пример того, как британская графическая школа материализуется в объеме. И это не коллаборация с брендом, это не лицензия, а личный проект художника, который стал физическим объектом.